В сегодняшнем видео мы поговорим о войне в Украине, когда она закончится, мой личный прогноз. А вообще начнем с того, что я сначала скажу, кто такой Путин, мое личное мнение, и вообще какую он роль играет и что он преследует. Поговорим про СВО и про Крым в частности, про то, что Будапештский договор и ядерная нестабильность во всем мире, об этом поговорим. Потом вероятность, что война по окончанию Украины с Россией не войны, а СВО, да, нельзя говорить слово война, я забыл, что может перетечь, украинско-белорусская война может начаться, что, почему и для чего это все объяснить. Поговорим роль Польши и как она может очень сильно повлиять на усиление Европы и что для России это невыгодно, и более подробно о Польше. И поговорим про Грузию и Кавказ и в общем о геополитике. Это вот 6 пунктов, о которых мы будем говорить в сегодняшнем видео, основных. Может, что-то еще добавить. А прежде чем мы начать, с вас подписка и лайк. И хочу обязательно сказать, что у нас теперь под каждым нашим видео, на наш канал заходите, под каждым видео конкурс на вирусный комментарий. В описании видео будет все условия, как участвовать в конкурсе. И давайте начнем. Начнем с первого пункта Путин. Да, смотрите, мое мнение о Путине просто вот мне вот недавно в комментариях написали, что ты думаешь о Путине. Я скажу, он умный человек, очень даже умный человек. Попал в нужное время, в нужном месте и оказался, стал президентом. На его месте мог бы кто угодно быть, точнее не кто угодно, много кто мог бы быть, но в связи с тем, что так получилось, что он стал президентом, он надо. Просто вопрос состоит в том, какую он роль играет. Смотрите, вот мое мнение такое. У Путина было несколько выборов, как построить свою политику. Да? Я так считаю, вот многие сейчас скажут, там, Путин поднял Россию из типа краха 90-х. Ребята, после развала Советского Союза, посмотрите, все страны, все поголовно страны, которые были, попали в крах. Что такое крах? Когда модель управления была коммунистическая, где сверху с партии сказали и все делалось, страны не умели управлять, так же и в России, прошу, не умели управлять своими государствами. Также и в России произошел хаос. Это нормально, естественно. Я даже скажу, есть такие страны, которые отвалились от России, ну, от России, СССР тоже, да, там СНГские страны. Они были еще в худшем состоянии, чем вы не представляете, они там голодовали. Сейчас эти страны по экономическим показателям, многие из них опережают регионы России. Поэтому рассказы о том, что Путин поднял Россию, это обычный естественный рост после хаоса, когда не было управленцев, появились очень много вот этих всяких 90-х, там, братки и так далее, потому что в любом, где нет порядка, всегда появляется тот, кто хочет наживиться. Поэтому эту историю о том, что Путин поднял с колен, для меня это вообще ни в какую не идет. Это естественно, потому что я как бывал в постсоветских странах и все это видел, как они развивались, как у них было, как они голодовали и как они поднялись и сейчас живут лучше, чем многие регионы России. Поэтому рассказы из того, что он там поднял, это естественный рост. Закрыли вопрос. Второй. Почему я Путина считаю, ну, мое мнение, у меня такое ощущение, что он подосланный казачок. Мне кажется, он 20 лет реально разрушает Россию, делает развал второго СССР. Почему? Потому что он там в Германии много лет жил. Мне кажется, его там подготовили просто агента, мое мнение, и его запихнули в Россию. Потому что я сейчас вижу, все, что происходит в России, это как будто модель постепенного уничтожения самой России. Там часть огромных кусков земли передают в аренду Китаем там на Дальнем Востоке, да, выдают в аренду огромные куски, не меньше Крым. С этой стороны отжимается вроде как Крым, наращивается, но по факту модель Крыма, я об этом тоже скажу, да, вот, когда перейдем в СВО, что модель Крыма это такая, почему и зачем вообще этот Крым сделан, что это временное. По мне это временно. Ну, если я моделирую ситуацию, что Путин это подослан казачок, да, есть вариант другой. Давайте так. Я про Крым продолжу, я скажу. Вариант второй, что Путин, когда управлял много-много лет диктатурой, он захватил власть, и человек начал думать, как в историю попасть. Смотрите, в историю попасть можно два пути. 50 лет строить страну, и тебя запомнят.
Или один раз устроить мировую войну и все, уничтожить все чертовой бабушки, как Гитлер, и, пожалуйста, ты в истории. Это два варианта исхода, когда ты можешь построить историю. Я вам объясню, как вообще происходит. Первый, любой человек, почему я противник вообще, ну вот начнем с того, я противник, чтобы человек президентом был 2 срока там, или какие-то 4 года. Я бы сделал, вообще мое мнение такое, нужно сделать, чтобы каждую пятилетку, чтобы люди понимали, вот есть же 25-й год, 30-й год, каждая пятилетка были выборы, каждая пятилетка. И желательно, чтобы эта пятилетка, как бы, как объяснить, была один раз, чтобы один раз человек мог быть президентом вообще за свою жизнь. Это бы позволило бы строить страну не одним человеком, а массой. Короче, в общем, я считаю, что по поводу Путина, что он или засланный казачок, вот так я считаю. Или он под старый след решил в историю попасть, поэтому, ну, ему что ему осталось? Знаете, как скажу, вот господа, которые поддерживают Путина, я не скажу, что я противник Путина, да, там, но я и не сторонник Путина. Вот так нейтрально, чтобы вы поняли. Вы все говорите одну единственную фразу, с которой я со всеми согласен, тем, кто поддерживает Путина. Вы говорите, нет Путина, нет России. 100% нет Путина, нет России. Но проблема в том, что Путин не бессмертный. Настанет тот день, когда он все равно старость возьмет его, его не будет. Вы понимаете, это как дом с трещинами. И чем мы дольше не сносим этот дом и не строим новый, тем будет больше жертв. Понимаете, вот мое мнение такое. Я не хочу сказать, что я там ярый противник прям про Путина. Это мое личное мнение, потому что я это вижу. Может быть, я вижу как бы неправильные вещи на сегодня, но я хочу это сказать, громко высказаться. Почему? Потому что это мое личное мнение. Вроде как свобода слова еще есть, да, или ее уже не существует. Напишите, кстати, в комментариях, существует ли свобода слова в России хотя бы чуть-чуть. Может, меня за эти слова посадят, пусть там люди напишут. Будет очень, кстати, интересно пообсуждать на эту тему. И заканчивать первый пункт Путина. Видео будет длинное, поэтому перейдем к следующему пункту. Про СВО и Крым. Я вам объясню, что суть состоит в том, что специальная военная операция, она несла какую-то стратегическую хорошую идею, там, ну, если вот занимаем позицию России там, и так далее, и так далее. Но мне кажется, СВО больше была попытка проявить себя более могущественно, потому что, если честно, ну, мне кажется, наша разведка все недоусмотрели. И вообще, вот если как я немножко специализируюсь там на военном, скажем, не немножко, достаточно немножко, если брать в общих средах, да, разбираюсь в военном деле, я могу сказать однозначно, для меня вообще в моей голове, в мою рамку не лезет просто, как можно войну начинать в феврале. Вообще ни в какие рамки не лезет. Я скажу так, если бы я был бы там представителем Путиным или там, скажем, генералом, я бы войну начинал бы в самые жесткие морозы, если Украину хотели побить. Почему? Потому что армия России оснащена к зимней войне намного сильнее, чем армия Украины. И в тот момент можно было взять. А нападать в феврале, когда в этих регионах начинается еще и аномальное тепло пошло, развозить эту жижу, это то же самое похоронить всю технику. Такое ощущение, что это было сделано преднамеренно. Или какая-то, вот знаете, я заметил какую-то паранойю некую с цифрой 24, да, или там какой, 24 февраля, да, у нас было, да, 24 февраля. У нас 24 декабря YouTube закрыли, да, цифра 24, походу, это такие цифры цифры зомбированные. Но суть состоит в том, что это было неуместно и неправильно. Ну, вот мой подход неправильно военно был. Такое ощущение, что это целенаправленно. Поэтому я считаю, что СВО это просто нужно было для меня. Я так считаю так, чтобы это была возможность отмыть колоссальные деньги, просто отмыть большую пачку денег, которая была потрачена, показана нам по телевизору, какие мы там супер крутые державы, и мы сейчас можно списать миллиарды. Это мое личное мнение, опять же повторю. По поводу Крыма, я считаю, что если мы берем модель, что у нас Путин, этот, как его, шпион засланный, да, чтобы развалить Россию, я скажу, Крым это модель очень хитрая. Смотрите, как получается Крым. Крым мы берем, захватываем. Почему ее аннексируют? Почему ее не оставить в статусе независимой? Да? Там они объявили а именно аннексия, чтобы можно было с золотого фонда России тратить деньги. Потому что если эта страна независимая, мы не можем на нее тратить.
А на Крым нужно было потратить огромные деньги. Сейчас в Крыме там мощная армия, там мост построили, там, ну вообще все. Крым настолько мощный, что даже Украина в ту сторону пытается не заглядываться, потому что ее оснастили огромной суммой денег. У меня такое ощущение, что этот Крым оснастили деньгами огромными, именно вложения, да, там активов много сделать, чтобы в будущем объявить Крым о независимости. И таким образом, как бы, ну, Россия влила денег, а потом она раз и независимая, это ж никто возвращать не будет. Да, потому что она же была в составе России, кто будет возвращать? Ну, я вижу модель именно такую, потому что по факту в мировом сообществе Крым должен быть сам независимый. Вот он, если будет как независимая одна страна, там, по крайней мере, ну, наконец-то закончатся вообще войны. Вот по мне так. Потому что за этот Крым вечно воюют, вечно воюют. Если она будет независимой страной, то я думаю, войны прекратятся. Это мое мнение, да, там, по поводу Крыма. А теперь мы вернемся про то, что я почему плохо отношусь к сегодняшнему правительству. В первую очередь, наше правительство, мое правительство, да, Российской Федерации, она сделала то, что не должна была делать. Она сделала ядерную нестабильность. Это как раз третий пункт, о чем я хотел поговорить. Объясню для людей, кто в танке, кто не без танка, кто в танке, как она сделала ядерную нестабильность. Смотрите, в 90-е годы, в 93-м, 94-м, по-моему, в 94 году, если не ошибаюсь, я с датами не очень дружу, Украина еще была ядерной державой, чтобы вы понимали. Теперь задам вопрос всем, кто там сторонники. Как вы думаете, где бы был бы Крым, если бы Украина была бы до сих пор ядерной державой? Правильный ответ — в Украине. Мы бы никогда в жизни бы свой нос не засунули бы в Украину. Но мы и американцы виноваты, и Россия виновата, и все, кто там, Франция, все ядерные державы виноваты в сегодняшнем дне, в сегодняшнем ядерной нестабильности. Почему? Потому что вы все надавили на Украину, чтобы она сдала оружие. При этом вы обещали гарантию целостности страны, в котором и Россия поставила подпись, где Крым был украинский, понимаете? Вот в чем вся суть. Что произошло на сегодня? Объясняю, что произошло. Когда этот данный договор, сейчас многие будут писать в комментах, мне рассказывать там, а там были неправильные ошибки, где-то кто-то точку, запятую не поставил, там юристы не подписали, да ты вообще читал этот документ, то мне без разницы. Я вам говорю, как есть. Вы дали гарантию целостности страны взамен за ядерное оружие. Не соблюдили. Неважно кто. Все, кто подписал этот документ, не соблюдили эту безопасность, понимаете? А теперь смотрите, что происходит из-за того, что не соблюдено. Теперь весь мир, все страны увидели, что ядерные державы, по-другому скажу наглым словом, балаболы, все, и американцы, и Россия, балаболы, о том, что они гарантируют безопасность тем странам, которые не имеют ядерное оружие и целостность их страны. Что происходит? Все начинают разработки. Я вам скажу, начнут все. Даже маленькая страна Армения уже разрабатывает. Там Азербайджан начинает разработки типа через мирный атом. И много-много-много-много-много-много других. А теперь, господа россияне, вот кто поддержит вот эту модель, я вам объясню одну такую вещь. Вы помните теракт в Крокус-Сити? Это был просто теракт. А представьте себе такой же теракт с применением ядерного оружия. Когда увеличивается количество ядерных держав, вероятность того, что террористы приобретут ядерное оружие, увеличивается. И когда бахнет, не просто бахнет какой-то один, а бахнет огромный город под ядерным воздействием, и это уже будет не ядерная война, потому что это будет террористический акт ядерный. Это совершенно другое. Наказывать некому, ответки некому. Вы тогда вспомните, что данный договор нарушили в 1994 году все эти страны, которые гарантировали безопасность, у кого нет ядерного оружия. Я вам скажу больше, что сегодня мы делаем огромную ошибку. Отдаем ядерное оружие Белоруссии и даем ядерное оружие Ирану. Мы им хотим помочь, типа дать им ядерный щиток. Мы туда хотим передать оружие. Надеюсь, мы передаем туда оружие без возможности ключей запуска этого оружия. Если эти страны еще будут иметь доступ, чтобы самовольно использовать ядерное оружие, это вообще, понимаете, крах. Поэтому я против нашего государства только из-за того, что появилась ядерная нестабильность. Просто в каком контексте? Не лично в себе я боюсь умереть. Потому что этот процесс, он не быстрый, он долгий. Лет 20 надо разработки, я так думаю, в среднем о ядерном оружии. И когда придет это время,
вот это ядерное, не дай бог, вот это все, это будет просто кошмар. Вы просто не представляете, насколько кошмар. И мы будем в ответе, когда будет уже не 9 там официальных ядерных держав, а уже будет 49. И, кстати, напишите мне в комментариях, кто, кстати, досмотрел до сюда, подписка, лайк, и напишите в комментариях, сколько там стран официальных у нас и неофициальных, я уже не помню, ядерных стран, и сколько прогнозируется в ближайшее время. Изучите, посмотрите, там, задайте чату GPT, я вот задал ему вопрос, он там что-то 40 с лишним стран говорит, что в ближайшие 20 лет будут ядерными державами. Вероятность из-за вот этого всего. И начало этому было именно Крым. Вот если бы мы Крым его просто, да, мы наших граждан не можем бросить, многие там скажут, что, по-твоему, мы должны бросить. Но зачем? Нужно было объявить, они же хотели независимо, объявите. Зачем нужно было ее впихивать? Если бы мы ее не впихали, не аннексировали землю, тогда бы было бы, как бы, понимаете, юридически мы вашу целостность страны не нарушили. Они сами объявили независимость. А когда мы аннексируем, мы автоматически показываем, что мы отжали у вас землю, которую обещали не трогать. И при этом ни американцы, никто не поддержал. Таким образом прошла цепная реакция. Все страны начали делать ядерное оружие. Теперь смотрите, давайте четвертый мой пункт, да, моего рассказа. Я объясню по поводу, если вдруг там все пошло хорошо, моделируем ситуацию. Украина и Россия прекратилась война, там определились границы, неважно как. Все это определилось, прекратилась война. Вы понимаете, что произошло? Де-факто и де-юре, я вам объясню. Россия 140 миллионов, к примеру, там воевало 2 миллиона, да? 2 миллиона людей после войны – это очень большая реабилитационная система. Россия способна их восстановить, реабилитировать в обычный образ жизни. В Украине 40 миллионов. У них там мобилизационных больше людей, по факту. Больше всего произошло, больше психологически уже травмированных людей. Реабилитационная сила восстановления этих людей будет очень ужасной и очень долгой. Я думаю, что у Украины не будет выхода, как продолжать именно войны. Я считаю, мое личное мнение, что Украина после даже подписания мира с Россией, они откроют третий фронт с Белоруссией. Начнется война с Белоруссией. Я так считаю, Украина, чтобы их не военные уже вы что поняли, это психологически травмированные люди, которых нужно восстанавливать. Поэтому я думаю, скорее всего, таких мощных солдат, которые там останутся после войны, их нужно будет куда-то запускать. А учитывая, какая армия в Беларуси, да, там, я знаю, какая она приблизительно, 44, по-моему, тысячи солдат, она не способна выдержать даже послевоенную Украину, она не сможет пережить. Просто по факту. Я думаю, скорее всего, если будет некое подписание, есть вероятность, что война перекочует на Белоруссию. Это как один из моделей. Я там, скажем так, моделирую, что у нас Путин не вечный, рано или поздно с ним что-то случится. Он, старость берет свое, не дело в том, что там его кто-то убьет. Хотя никто не знает, что там может произойти, это меня уже не касается. Я моделирую ситуацию, которую говорят, что Путина нет, нет России. Путина не будет, Россию разорвут. Вы понимаете, ее разорвут, чтобы вы поняли, в чем вся модель. Построена модель Путина, она ведет как к одной вертикали. Нет верхушки, нет управления. Путина не станет, за место него кого-то не посадят. Почему? Потому что элита, непосредственно люди большого уровня, которые были приближены к Путину, он некоторых казнил и показательно казнил. Это мы все это понимаем. Скажут, что ты грешишь, там Путин такое делал, но не важно. Не руками конкретно Путина, но я думаю, там кто может хотел угодить Путину, казнили там Пригожина. Я считаю, это казнь. И это видно, что это нельзя говорить в цвет прямо, но по мне это казнь. Я говорю от себя, как я вижу это все. Как это показано, там, я не говорю, что это правда. Понимаете, это мое мнение. Мое мнение, я вижу ее так, что были казни там, и так далее, кого не нужно, негодных. Я думаю, та же элита, когда Путина не станет, она не захочет поставить на свое место кого-нибудь так же, чтобы потом обратно сидеть и бояться, что сегодня-завтра. Я думаю, когда Путина не ставят, Россию разорвут, и все запомнят нашего товарища Путина, как типа вот он был, какой был мир хороший, какая была мощная Россия. Путина не стало, Россия развалилась. Но задайте потом вопрос, почему она развалилась? Потому что модель управления Россией нужно было делать, чтобы не построена на одном человеке. Вот из-за этого и развалится Россия. Давайте немножко еще поговорим о Польше. Да, то, господа поляки, если вы меня смотрите, я вам сообщу одну
печальную вещь. Вот вы реально, если вот пойдет сценарий войны в таком случае, что сейчас Трамп, да, и поддерживают там они Путина и так далее, если пойдет модель именно в том направлении, то, что Украина проиграет и все это подавление пойдет, ждите войну у вас. Это 100%. Она будет, война будет у вас, вы можете себя обезопасить. Ваша основная проблема у Польши в том, что она находится в Евросоюзе, во всех НАТО, там непонятно где находится. Одна проблема, вы должны выучить, ни одна политика, ничто не играет роль главнее, чем экономика. Пока вы не находитесь в еврозоне, вы никому нафиг не нужны, если у вас возникнут проблемы. Чтобы вы это поняли. Никому вы не нужны. Поэтому вступление в еврозону Польши это играет огромную роль для Польши. Потому что когда вы экономически, валюта ваша связана со всей Европой, малейшие колебания в вашей стране, война или еще что, это удар по экономике всей Европы. И тогда вся Европа обязана будет максимально задействоваться. Просто включите свои мозги просто. Вот я реально, когда удивляюсь, смотрю результаты Польши по вступлению в этот, как его, в зону Евразес, да, в зону евро, для кто не знает, где используется валюта евро. Люди поддерживают против. У вас что-то там, наверное, походу с головой. Вот реально вы против. Вы помогаете каким-то неким элитам, которые вас зомбировали, и при этом они зарабатывают на разности валют. И таким образом они делают же... Вы что поняли, что инфляцию делает государство? Еврозона, она много стран, инфляцию делать тяжело. И ваши деньги сгорают быстрее, пока вы не вступили в еврозону. Одним словом, если Польша вступит в еврозону, она получит щит лучше, извиняюсь, лучше, чем щит от НАТО. Я вам говорю это конкретно, потому что не политика делает экономику, экономика делает политику. Выучите раз навсегда, это мы о Польше. Еще давайте поговорим о Кавказе. Я там очень хорошо знаком с Кавказом, не буду подаваться в подробности. Я вам скажу о Кавказе, да. Во-первых, давайте начнем говорить о Грузии. Грузия, де-факто, вот кто не знает карту, посмотрите, Грузия, она по факту является щитом за счет горного хребта. Она как щит прохождения в эту сторону, как, скажем, в сторону Турции, Армении и так далее, Ирана, там, всего того мира. Сам горный эффект делает некую защиту. Южная Осетия, Северная Осетия, точнее так скажем, захвачена, да, там она там независима, и Абхазия. Таким образом, вроде за горный хребет зашло все это время, все это, вот эта сама ситуация. Я вам скажу, когда произойдет, там, Путина не станет, развал России, Россия ослабнет. Я только так моделирую ослабление России, больше никак. Путин не вечный, сколько 70 лет, в любом случае этот день настанет. Путина не станет, развал России станет, Грузия уже хорошо оснащенная армией, она очень быстро заберет и Южную Осетию, и Абхазию, вернет, и очень быстро вступит в НАТО, как одно целое. И этот горный хребет, эта полоса приведет как щит, чтобы невозможно было идти в эту сторону. Это чтобы вы понимали, да? Поэтому война с Грузией это тоже была ошибка России, которую будет тяжело исправлять. Я считаю, что нужно будет мир пробовать строить со всеми соседями. Со всеми соседями. Вот чтобы вы поняли, России нужно строить со всеми. И я вам скажу такую вещь вот про Армению. Если сейчас все-таки откроется Зангезурский коридор или войной Зангезурский коридор, или договор там третьей стороной, у меня есть, кстати, видео, я добавлю ссылочку «Война в Армении 2025», что я прогнозирую 95%, но 5% даю, что войны не будет. Если данное, вот в этом видео вы посмотрите, коридор будет обеспечен, насыщение Кавказа оружием через этот данный коридор, через Азербайджан, Дагестан и вероятность Третьей Чеченской войны, что Кадыров там уже подготовил достаточно мощную армию, которая сейчас вроде как работает на благо России, но если произойдет, как говорится, опять же, нет Путина, нет России, произойдет развал, Кадыров откроет Третью Чеченскую войну, он будет возглавлять и объединять Кавказ под именем Ислама, скорее всего, я так думаю, вероятность есть. И таким образом вспыхнет Дагестан, вспыхнет Владикавказ, вспыхнет весь Кавказ,
и он вспыхнет очень жестко. Это я рассказываю, какие последствия будут, когда нет Путина, нет России. Вот чтобы вы поняли. Поэтому Кавказ это будет именно вот Грузия просто вступит в НАТО, а потом начнется вот эти внутренние конфликты через Азербайджан в России. И таким образом и Россия не может с этой стороны, потому что как бы каких-то влияний не стоит. Ну, вы просто откройте карту и посмотрите, кто не соображает в геополитике. Таким образом, что вот так все может произойти. В общем, если бы я был бы, расскажу позицию, если бы я был бы на стороне России, ну, уже принято, к примеру, что нужно воевать с Украиной, нужно было сделать быструю победоносную войну. Есть такая пословица, великая китайская, по-моему, мудрая. Внизу кто там вспомнит, тоже комментарий черканите, чай пословица. Не можешь быстро выиграть, быстро проиграть. Затяжная война была не нужна. Нужно было, вот, ну, я бы, допустим, сделал вот, в феврале, к примеру, ну, уже случилась война, мы отступили от Киева и все дела. Нужно было просто-напросто не аннексировать эти 4 региона, вот которые мы объявили и аннексировали часть России. Нужно было включить заднюю позицию и просто пропагандой запустить и сказать там, господа, то, что нужно было, мы сделали, разоружили Украину, все, то, что мы хотели добиться, и на этом закончить. Потому что наплыв не произошел. Таким образом, остановить так же, как и было, вернуться на границы, как говорится, начала войны, да, там образно говоря, перевооружиться, взять уроки, переподготовиться и нанести второй удар обратно по Киеву. Но мы этого не сделали, мы уперлись, что мы будем до конца идти, и это чревато огромными последствиями могут быть. Ну, мое личное мнение, что это может быть чревато. Хотя мы никто не знаем, сейчас Трамп идет, вообще что пойдет. Для тех, кто смотрит меня, там, украинцы или россияне, я вам скажу, вы братья, народы. Нравится это русским, не нравится это русским, или нравится это украинцам, не нравится украинцам. По факту всю жизнь это был один народ. Что для меня Украина и украинцы и русские это один народ, и белорусы. Я никогда не разделял их в разные. И не собираюсь в будущем разделять. Да? Таким образом, я вам хочу подчеркнуть одну вещь, чтобы вы это поняли. Вам нельзя было воевать между собой. Война между вами приводит к тому, что мы делим нацию. Один народ поделили на несколько частей. Мы появились еще какие-то национальности. Дальше и дальше будет хуже. Одним словом, вот эта огромная ошибка, которую Россия сделала, я считаю, что Россия, начав войну, или даже начав, но не сделать ее быстро победоносно, не вернулись назад, приведет к тяжелым последствиям. Крым нужно было просто независимым сделать и все остальное. Для меня самый главный пункт в этом все – это ядерная нестабильность. Мои дети реально на сегодня не могут жить спокойно и в мире. Мы это привели, крича «Ура!», надо там украинцы, а это сделали, а это то. Да, вы взрослые люди, особенно очень многие 60-70-летние люди поддерживают там, да, там, политику войны, да давайте ядерным оружием. Вы прожили свою жизнь, о своих детях подумайте. Вы вообще об этом не думаете. Надо бахнуть. Я когда слышу просто вот этот маразм, взрослых, ну, надо вдарить ядерным. Вы всерьез? Вдарить ядерным оружием, вызвать ядерную войну и попасть в хаос? И вы сами погибнете, умрете в свои годы, в 60-70 лет, увидев, как страдают ваши дети, вам это хочется? Или вы думаете, ядерное оружие это такая игрушка какая-то, бахнуть и все, и ты победил? Ответки не будет, да, все вот так спокойно ручки сложат и обосраться. Да вы об этом не думайте. Вот поэтому вся проблема как раз вот в этом, я думаю, что вот Путину нажать кнопку проблем нет. Он скажет, знаете как, скажу, многие не верят в загробный мир и там, как говорится, в то, что будет. Он говорит, я умру и все, на этом все закончится. И он что делает? Он просто нажмет кнопку, я умру и планета умрет. А что ему? Он же жизнь прожил. Нажал кнопку, меня нету и не будет. Понимаешь? Понимаете, да, в чем суть? Поэтому я закончу это видео на этой ноте, то что, чтобы все вы поняли, я россиянин, я за Россию, но не такую, которая она сейчас. Никакая война не решит никакие вопросы. Воевать нужно только в том случае, когда в твою дверь постучали солдаты. И ты должен взять оружие и пойти, чтобы в твою дверь не стучали. Но когда эта война происходит, не в твоей двери стучи,
Все остальное там НАТО лезет, кто-то лезет, американцы, не ж мы американцы, особенно для тех людей, которые сидят там в Москве в теплых там местах. Я знаю, как москвичи сидят. Все знают, что Москва это не Россия. Для них это вообще, блин, у меня вот просто мозг взрывается. Как вы там видите с Москвы все. Просто чтобы вы понимали, да, там я еще добавлю одну вещь, которую я хочу сказать. Я в 2015 году поехал в Америку. Я знал столько говна про американцев. И когда поехал в 15 в Америку, и я просто офигел, насколько мне мозг промыли, какие они плохие. И вот сейчас мне многие в комментариях напишите, да, там, специалисты американцев, у которых знакомого знакомые, 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 что американцы такие, сякие, сякие. Пишите, я с вами еще поспорю не один раз, потому что вы не понимаете, что такое американцы по факту. А я понимаю, что такое американцы. Все то, что с телевизора, мне, вот просто, чтобы вы поняли, мне бывали такие случаи, когда человек рассказывает, какие американцы, при этом я был в Америке, и я говорю, а ничего ты можешь у меня хотя бы спросить? Я говорю, был в Америке, спроси у меня кто такие американцы? Он говорит, не, зачем? Мне знакомый рассказал, потому что ему эта история интереснее, чем от настоящего человека услышать, который был в Америке. Ему сказки интереснее слушать, потому что он хочет выглядеть. Понимаете, политика России именно такая, обосрать кого-то, чтобы выглядеть чистым. Вместо того, чтобы стать лучше, чтобы не нужно было кого-то обсирать. На этой ноте мы закончим. До скорого встречи. Не забываем конкурс.